Здравствуйте! Это канал «Творчество для всей семьи». Сегодня я покажу, как вместе с детьми слепить Деда Мороза и Снегурочку. Для работы понадобится картон, фольга, соленое тесто, стеки, скалка, гуашь или акрил для окраски. Я приготовила 2 шаблона. Раскатываю тесто и вырезаю по шаблону. Для придания объема делаю каркас под ложку. Можно смять фольгу в комок. Я воспользуюсь использованной формой от выпечки. Голова. Можно скатать колобок и сделать из него лепешку. Также можно вырезать из теста вырубкой или какой-нибудь рюмкой. Валенки делаю из остатков крашеного теста. Ссылка на изготовление и окраску теста под этим видео. Раскатываю ручки колбаски. Варежки делаю из 2 лепешек. Для шапок из фольги делаю подложки. Они придадут объем. При помощи ситечка делаю мех и приклеиваю его водой. Пресс для чеснока поможет создать бороду, усы и волосы. Косички заплетаю из жгутиков.
После полной просушки приступаю к окраске. Подойдут любые краски – гуашь, акварель или акрил. Фон для панно буду делать в технике пульверизатор. Сначала окрашиваю белой краской. Для фона я вырезала снежинки и прогладила их утюгом, чтобы убрать все линии изгибов. Гуашь я хорошо развела водой и наполнила бутылочку с разбрызгивателем. Распыляю краску на расстоянии примерно полметра. Когда краска подсохнет, убираю снежинки. Для рамки я взяла тонкую бумагу, в которую заворачивают новую обувь. В краску добавила манную крупу и немного клея ПВА. Посыпаю блестками. Фон получился очень ярким, и я решила немного его приглушить белой краской. Покрываю акриловым лаком, что совсем не обязательно. Приклеиваю горячим клеем. Надеюсь, что вам понравилось это видео и вы поддержите его лайком. А так можно слепить любые персонажи. Например, можно даже слепить портрет всей семьи.
Подписывайтесь на канал, не забывайте включать колокольчик. Увидимся!